Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной вселенной. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на вопросы о жизни после смерти, мини-влоги о моей жизни и даже приятное и позитивное общение в чате вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в описании видео и на экране. Кстати, не забудьте, что сейчас в самом разгаре идет розыгрыш наших книг, и поучаствовать в нем может любой. Для этого надо всего лишь успеть подписаться на телеграм-канал до пятницы, 26 июля, когда и будут определены победители среди подписчиков и подведены итоги розыгрыша. Ну а сейчас к теме лекции. Ранее в других видео мы уже разобрали несколько примеров великих и гениальных людей, глубоко исследовавших тему жизни после смерти, пришедших к однозначным выводам о том, что она существует, и оставивших эти знания для нас. Сегодня мы поговорим о еще одном таком, без преувеличения, выдающемся человеке, благодаря которому исследования потустороннего мира сделали огромный шаг вперед, а не менее огромное количество горюющих смогли прийти к открытию знаний о нашей вечной жизни и порождаемом ими утешении. Томас Альва Эдисон, известнейший и авторитетнейший американский изобретатель, получивший только в США 1093 патента на различные устройства и изобретения, и еще более 3000 в других странах. Он создал фонограф, алкалиновую батарею, усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания и предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло» вместо фразы «у аппарата», которую хотел использовать изобретатель телефона Александр Белл. Все знают Томаса Эдисона. Это был поистине великий житель Земли, опередивший свое время и подаривший человечеству множество продвинутых устройств и порождаемых ими возможностей, осуществив громадный скачок технического прогресса, повлиявший и продолжающий влиять на жизнь любого из нас. Сегодня во многом мы знаем мир таким, какой он есть, и используем различные девайсы, включая известный каждому смартфон, именно благодаря Эдисону. Интернет, социальные сети, возможности глобальной связи, беспроводная связь, трансконтинентальные перелеты и многое-многое другое не существовало бы или появилось бы значительно позже, если бы не жизнь и труды Томаса Эдисона. На протяжении всей жизни Эдисон никогда не страдал слабоумием, не проявлял признаков самообмана или поспешности тех или иных решений, базирующихся на эмоциях, вместо уверенных знаний. Напротив, он глубоко изучал любой вопрос, которым интересовался, подходил к нему со взвешенных разумных позиций и предлагал те или иные решения для его практического применения и посредством этого усовершенствования жизни людей. Не стали исключением и области парапсихологии, смерти и жизни после смерти, которыми Эдисон интересовался на протяжении десятилетий, с самой своей молодости. Разумеется, сведения об этих его исследованиях и увлечениях многие годы пытаются скрывать, сбрасывать со счетов, списывать на блажь и самообман. Разнообразные биографы Эдисона, восхваляя его с одной стороны, с другой стыдливо умалчивают о его паранормальных интересах, а скептики традиционно и привычно рассказывают байки о сумасшествии гениального изобретателя и бизнесмена.
Однако и в этих областях прославленный ученый оставил след своего величия и предвосхитил удивительное открытие инструментальной транскоммуникации Константина Раудива и Фридриха Юргенсена, которые произойдут только во второй половине 20 века, создав прототип так называемого некрофона или некрографа, устройства для связи с умершими. Вместе с коллегой Уильямом Динуиди Эдисон пытался записывать голоса умерших и заключил с ним так называемый электрический пакт, по которому оба клятвенно обещали, что первый умерший из них попытается послать другому сообщение из мира ушедших. Когда коллега Эдисона умер в октябре 1920 года, изобретатель дал интервью, в котором публично объявил о своих трудах по созданию аппарата для общения с умершими – некрофона, как он тогда назвал это устройство. Вот что он тогда сказал. «Я утверждаю, что возможно сконструировать аппарат, который будет настолько тонким, что если в другом существовании или сфере есть личности, желающие вступить в контакт с нами в этом существовании или сфере, аппарат, по крайней мере, предоставит им лучшую возможность выразить себя, чем наклоняющиеся столы, постукивания, доски для спиритических сеансов, медиумы и другие грубые методы, которые сейчас считаются единственным средством общения». Конец цитаты. Сейчас многими принято считать, что данный исторический эпизод является мифом, поскольку и сам прототип аппарата, и его чертежи не сохранились до наших дней. Однако, открыв последнюю главу мемуаров Эдисона «Потустороннее царство», мы обнаруживаем в ней информацию об этом потустороннем устройстве связи с загробным миром. В своих мемуарах Эдисон затрагивает вопросы существования души, истоков человеческой жизни, функционирования нашей памяти, спиритизма и технических возможностей общения с усопшими, передавая потомкам уверенность в продолжении жизни сознания человека после гибели его биологического тела. Таким образом, Эдисон предвосхитил появление целого направления в сфере потусторонних исследований, которое сегодня известно как инструментальная транскоммуникация. Данный раздел парапсихологии концентрируется на получении информации из мира духов при помощи различных технических устройств – радио, компьютеров, телефонов, магнитофонов и прочих специально разработанных для этой цели девайсов. Многочисленные же и многократно подтвержденные, поражающие воображение, но реально существующие случаи так называемых звонков по телефону и смс-ок с того света живым от их умерших родных и любимых на протяжении последнего столетия лишь подтвердили, что Эдисон в очередной раз смотрел в верном направлении. Самым примечательным историческим эпизодом с участием Томаса Эдисона, наглядно проявляющим недальновидность ограниченных скептических умов, не способных понять и принять нечто новое, является следующая история. 11 марта 1878 года на заседании Французской академии наук состоялась демонстрация научному сообществу фонографа, первого в мире прибора для записи и воспроизведения звука, патент на изобретение которого Эдисон получил за месяц до этого. Когда работа нового прибора была продемонстрирована собравшимся, среди которых были самые видные ученые того времени, профессор Жан Буяр вскочил со своего места и начал орать: «Негодяй! Вы думаете, мы позволим чревовещателю надувать нас? Как вы могли поверить мошеннику, внушающему, что презренный металл может воспроизводить благородные звуки человеческой речи?» Вот точно так же они и поныне отказываются принимать то, что жизнь после смерти существует, как что-то выходящее за пределы их устаревших взглядов. Собственно, это все, что надо знать о так называемых ученых, отвергающих что-то новое, как и то, что нельзя увидеть глазами и пощупать руками.
Конечно же, излишне даже упоминать о том, что обвиненный в дьявольском чревовещании фонограф в итоге распространился повсеместно, а позже был усовершенствован до граммофона, патефона и магнитофона. И сегодня, без изобретения фонографа, мы бы никогда не смогли послушать любимый плейлист в своем смартфоне, ну или, например, заснять танцульки для ТикТока. Великий изобретатель Томас Эдисон обладал не только гениальным умом, но и невероятным чутьем на коммерческую выгоду своих изобретений. Он, как никто другой, умел совместить приятное с полезным, дать людям очередной светоч технического прогресса и заработать на нем для собственной выгоды ради продолжения работы и экспериментов. Поэтому нет никаких сомнений в том, что чутье Эдисона не подвело его и в случае с микрофоном. Определенно настанут времена, когда потусторонний телефон, связывающий живых и мертвых, станет таким же привычным бытовым атрибутом, как смартфон или компьютер, как WhatsApp или Telegram. И каждый живущий сможет в любой момент поболтать со своими усопшими родными и любимыми и узнать, как у них там дела в их новой жизни. Это лишь вопрос времени. А вот какого именно, зависит от человечества в целом. От того, насколько уверенно оно будет тянуться к знаниям об истинной природе мироустройства или продолжит всеми силами устраняться от него, слушая разнообразных заржавевших и покрывшихся плесенью скептиков, наполняясь различными иллюзорными страхами, ведущими к склокам, ненависти, жестокости и войнам, как это происходит сейчас, затрудняя путь к прогрессу. Но то, что это произойдет рано или поздно, но обязательно и неотвратимо, абсолютно бесспорно и вне всяких сомнений. На сегодня это все, дорогие друзья. Не забудьте про наш Телеграм. Там интересные публикации и приятное общение с единомышленниками продолжаются постоянно, круглосуточно, без обеда и выходных. Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.